Приветствую, дорогие друзья, с вами Андрей Хавратов. Сегодня продолжение программы «Секреты миллионеров». И у меня в гостях очень известная публичная личность на одном рынке, Олег Иванов. Олег, представьтесь, пожалуйста, чем занимаетесь, на каком рынке работаете? Спасибо большое за приглашение, Андрей. Да, зовут меня Олег Иванов. Я основатель двух направлений. Это криптобазар и фонда CB Capital. Если в двух словах, мы, наверное, один из самых заметных игроков на рынке блокчейна в русскоговорящем пространстве, как с точки зрения проведения различных мероприятий, ивентов, онлайн событий, демо-дней, конференций, хакатонов для разработчиков, так и, соответственно, фонд, да, который инвестирует в большое количество компаний. Мы с начала 2017 года проинвестировали порядка более чем в 40 проектов, в основном все международные, в основном это Азия, там очень много из Америки, немного Ближнего Востока и Европы. Но у нас будет в основном разговор о крипторынке. Да. И вот первый вопрос, который интересует всех, что такое СТО, что такое ICO и в чем отличие коренное? Да, это такой вопрос, который в 2019 году очень актуальный. Если немножко в двух словах проговорить, то важно понимать вообще, откуда вся вот эта история появилась, да, все это направление. В целом, если забыть про блокчейн на минутку, да, то сама модель ICO и STO – это, в принципе, модель краудфандинга. Да, то есть, когда какие-то компании привлекают инвестиции от большого количества инвесторов. Просто форма, она вот теперь такая, что взамен на полученные ликвидные криптоактивы, биткоин, эфириум там, или еще что-то, инвестор взамен получает некий токен, да, с которым он что-то может делать. И вот дальше уже каждый проект, он описывает у себя в документах, что с этим токеном можно делать. Так вот, изначальная модель, которая была названа ICO, Initial Coin Offering, да, она работала таким образом, что любая компания там могла вывесить какой-то сайт в интернете, да, нагнать туда трафик, соответственно, и вот сконвертировать там свою целевую аудиторию в то, чтобы они там начали им закидывать какие-то средства. Это привело к тому, что, конечно, выросли очень крупные и интересные компании, но параллельно с этим, конечно, создало огромное количество мошенничества, да, когда компании совершенно непонятные, там, под какую-то непонятно написанную, даже иногда скопированную бумагу, привлекали существенные деньги, то есть там и миллионы, и десятки миллионов долларов, и в конечном итоге просто испарялись. И вот эта как бы картина всем, естественно, более-менее надоела, поэтому в середине 2018 года весь рынок именно ICO, он, можно сказать, там ушел прям совсем на задворки, и пошла такая волна, где с одной стороны биржи взяли, криптобиржи, да, вот такие как Binance, Huobi, наверное, OKX, то есть те, кто в рынке, они, наверное, слышали просто эти названия. Они стали уже отбирать самостоятельно проекты более качественно на их счет и запускать на биржах, то есть примерно так же, как IPO проходит на NASDAQ, там NYSE и так далее, где там тоже есть свои нюансы, да, сложности и так далее. Это как одно направление. Второе направление получил название STO, то есть это Security Token Offering, да, то есть если есть такое разделение всех токенов на Utility и Security, то есть основная разница в том, что Security, оно обязательно должно обвязаться и как бы юридическими документами и обязательно должно быть подтверждено определенными регуляторами той или иной страны. То есть в этом плане любой токен STO, он фактически для инвестора больше прогарантирован тем, что за этим токеном что-то стоит, какая-то компания или какое-то, ну то есть оно там выполняет какое-то законодательство той или иной страны. Либо, если так скажем, тоже в какую-то географию уходить, чаще всего это либо Америка, либо там Швейцария, там Сингапур, вот какие-то такие страны чаще всего появляются в таком формате. Там есть свои нюансы, опять же, про которые, наверное, есть смысл побольше поговорить. Понятненько. То есть Security Token Offering – это регулируемая больше вещь. И, насколько я знаю, обязательно нужно проходить процедуру УСЕКа. Комиссии по ценным бумагам. Хороший вопрос, да. Здесь зависит от того, каких инвесторов компания хочет привлечь. То есть, если, например, компания старается выходить на американский рынок и привлечь американских инвесторов, то, конечно, не избежать СЕКа. Но если исключить американских граждан, то, в принципе, опять же, регулирование СЕКа не требуется. И так, на самом деле, огромное количество и криптопроектов, и STO-проектов делает. То есть, для этого часто достаточно, например, получить подтверждение, да, или approval, то, что говорят по-английски, в Швейцарии, например, или в Сингапуре, в зависимости, опять же, от того, какие страны
или в какие географии более широкие, да, проекты планируют для себя привлечь? Тогда сразу вопрос такой вот, какое количество успешных СТО и ICO проектов, ну, если сравнить, вот с 15-16 года, да, рынок ICO пошел, в процентном соотношении? Вот ICO-шных и отдельно STO-шных. Да, это такой объективно очень сложный вопрос. Почему? Потому что все-таки, когда появился... Почему он сложный? Потому что прозрачность информации разная. Да? То есть рынок ICO, он как-то вот, видимо, из-за того, что он, может быть, первый появился, это был некий феномен. О нем много писали, очень много было агрегаторов, которые показывали, да, вот там, какие проекты готовятся, кто выходит, кто сколько собрал денег, потому что, опять же, все на блокчейне, поэтому, в принципе, можно было увидеть, да, количество, объемы сборов и все остальное. Вот, то если говорить про рынок STO, он, к сожалению, немножко такой под столом, что ли, немножко, да, то есть поэтому информация про вот объективное количество компаний, которые запускают свои токены, проходят регулирование, и что-то дальше с этим делают, она отрывочная, то есть такая лоскутная. Большинство ресурсов, которые можно даже вот поискать в интернете, они будут давать такую прям очень обрывочную информацию. То есть, как правило, это, дай бог, несколько десятков проектов, которые, вот, о которых известно, да, если мы говорим. Там, наверное, самый известный из них — это американский Blockstack, который, по-моему, в начале этого года, после 1,5, что ли, лет там работы с секом и трат там каких-то миллионов долларов, соответственно, получил вот регулирование, ну, там, не помню, Reg A или Reg C, получается, да, который позволяет ему, в принципе, быть... СТО, да? Да, то есть он, в принципе, он является СТО-проектом, да, который еще токены не начислили, кстати, да, поэтому... Это еще целая история, да, что там будет происходить, и все за ним следят. А вот компании такие, которые, скажем, из реального сектора экономики, или где уже там что-то работает, например, часто пытаются тоже, например, так или иначе завести токенизацию своего бизнеса. Как правило, в большей степени это работает через две модели. То есть это либо некая форма программы лояльности, которая вот превращается в криптотокен, да, ну и со своей механикой внутри вот самой экосистемы. Либо вторая модель — это выпускается некая структурированная нота, то есть там дериватив некий, да, который тоже регулируется сначала, а потом уже, собственно, поверх него запускается некий токен. То есть вот, как правило, вот эти две основные дороги, по которым все идет. И вот в первом приближении, если сравнить первое и второе, то, конечно, все-таки, ну, отчасти благодаря истории, больше прозрачности, конечно, количество ICO-проектов просто, ну, это тысячи, да, то есть в одном только 17-18 годах это было там порядка, не знаю, 4-5 тысяч только известных проектов, которые вот можно совершенно спокойно пройти и найти. STO — это пока десятки. Десятки, даже не тысячи. Да. Понятно. И если говорить о популярности СТО, она снижается или увеличивается на рынке? Как? Да, это очень такая большая тема для дискуссии сейчас объективно. Вот очень много на конференциях это обсуждают. Здесь есть немножко такие две стороны, что ли, да, то есть с одной стороны есть большие ожидания, потому что все понимают, что реальный сектор экономики, он есть в нем, у него есть потребность в том, чтобы какой-то элемент блокчейна и криптовалют, криптоактивов, да, внести себе в свои бизнес-модели так или иначе. Но учитывая то, что это уже игроки правильного юридического поля, они и должны двигаться в правильном юридическом поле, да, поэтому получается, что все понимают, что большой объем средств и, собственно, экономики перейдет только в том случае, когда STO заработают до конца. Основная проблема STO, если ее сравнивать сейчас с ICO-шными проектами, понятно, ну, то есть как бы очевидные вещи мы все понимаем, то, что это более жесткое регулирование, соответственно, большие затраты для того, чтобы запустить STO, нежели чем ICO. Второй момент — это очень четкое географическое распределение, то есть понимание, вот с кем мы точно работаем, с кем не работаем, потому что даже проведя, например, первичную подготовку и анализ, есть всегда риск вторичного рынка, да, то есть не дай бог там инвестор из Ирана, например, продаст свой токен инвестору из там, не знаю, из США, да, и как бы там, забудем про Северную Корею вообще в данном случае еще, да, то есть поэтому мы сами понимаем, там, что это будет там, большая проблема, да, для вот таких компаний. Вот, поэтому вот эти элементы не только регулирования, но еще и технической обвязки, да, как вот с этим работать, это все достаточно сыровато, то есть это нерешенный вопрос, и очень многие этим сейчас занимаются. И третий момент, самый важный, на самом деле, это в том, что
Токены, как правило, придумывают для чего? Для того, чтобы создавать некий вторичный рынок ликвидности, да, так называемый. Простыми словами, это то, чтобы любой человек, держа это у себя на мобильном телефоне, мог там в 2 клика кому-то перевести, да, там, обменять на, не знаю, рубли, там, доллары или еще что-то. Или просто продать, да? Просто продать, да, или там, ну, обменять на что-то другое, что он там привык, да, соответственно, делать у себя в кошельках, как обычно в банке или там еще в чем-то. Вот, то есть нужна для этого ликвидность, соответственно, ликвидность предоставляет, как правило, биржа. И вот здесь основная проблема сейчас с STO. Почему? Потому что основная ликвидность криптобирж находится на централизованных криптобиржах, такие как, ну, мы перечисляли Binance, Huobi, да, там OKX, там BitMax, Liquid и так далее. Их очень, ну, не так много, там с десяток, наверное, самые основные. Вот, и их основная проблема, да, заключается в том, что они стараются держаться вне поля регулирования для того, чтобы не подвергать весь свой бизнес рисков со стороны, опять же, регуляторов, таких как Америка, да, там, Швейцария и так далее. А делают они только, то есть каким способом? Они выбирают, какие криптоактивы они у себя листят и начинают, собственно, давать возможность торговать на своих биржах, которые как раз вот не имеют вот этого юридического поля, за которое они могут потом там какие-то сложности получить. Да. И STO это вот прямо, ну, и тут как бы в прямой противовес, да, они, ну, фактически любой единственный токен, как только он залистится на любой из такой биржи, это сразу там куча проблем для них, да, вплоть до там закрытия всего бизнеса. Поэтому, а те площадки, которые сейчас существуют, они там постепенно так, ну, стараются набирать обороты объективно, и были очень большие ожидания, но вот пока, конечно, этот паровоз не взлетает. Если исходить из, так, следующий вопрос, торгуются ли СТОшные токены после того, как СТО закончилось? Вот, ты правильно сказал, что ликвидность, да? Где потом они торгуются? Есть ли вообще рынок или нету рынка? Ну, если говорить формально, да, то формально, конечно, рынок есть. То есть есть площадки, там, можно их назвать Swarm, например, Polymat, там, ну и так далее. Да, есть такие, наверное, из самых известных. Вот, но опять же основная проблема в том, которые что... торгуют СТОшными токенами. Да, ну они листят, да, LA токен, они например, листят, тоже. Но да, не, не вторичный. Они листят для того, чтобы там торговать. А вот, потом вторичка была, да? Все верно, да. Но когда ты заходишь вот даже на эти площадки, они открыты, можно совершенно спокойно зайти и посмотреть объемы торгов, да, то есть ликвидность, спреды, там вот эти все стандартные какие-то показатели, это, конечно, ну, там небо и земля. Это все равно, что сравнить, ну, не знаю, там, космический корабль там с трехколесным велосипедом. То есть это критическая разница, и ну, пока это вот рынок такой зачаточный, к сожалению. То есть даже если компания создаст СТО, вероятность того, что будут какие-то большие торги вторичного рынка, они под вопросом. Ну, говоря по практике сейчас это вот, к сожалению, пока так. Да, то есть пока я не могу назвать ни одного очень такого вот известного, крепкого, да, STO проекта, который бы имел уровень ликвидности, объемов торгов и так далее, даже хотя бы на уровне там 3-4 эшелона проектов, не самых топовых. Вот, да, мы говорим там 3-4 эшелон, который торгуется, например, на Binance или Huobi или еще что-нибудь. То есть это даже близко не подходит, к сожалению. Понятно. Понятно. Благодарю за такой расширенный ответ. Какой прогноз можете сделать по СТО, ICO на ближайшее время? Прогнозы на крипторынке, это, знаете, такое очень неблагодарное занятие, потому что да, вчера, например, даже если смотреть за курсом, да, там, биткоина, он стоил, по-моему, там 7 с чем-то тысяч долларов, сейчас вот он уже ниже 7, поэтому это такая немножко волатильная история. Здесь, смотрите, ну, первый момент. Совершенно понятно, что, скажем, есть вот эта технология, да, распределенного реестра. Она не панацея для всего, мы тоже это все понимаем. Но при этом есть определенные объективные выгоды, да, которые и бизнес, и люди могут получить для себя от этой технологии самой по себе. Это первый пункт. Соответственно, она имеет право на существование. Второй момент. Есть большое количество проектов, которые, во-первых, сейчас стараются технологические вопросы решить, потому что, например, одна из двух основных проблем, которые сдерживают рост вот этой отрасли, заключается как раз в технологических ограничениях. Все мы знаем, что протоколы, ну, это часто, да, говорят, что они медленные, они дорогие, да, там, их очень сложно масштабировать и так далее. Вот часто мы там приводим пример такой,
Это если сейчас взять, вот опять же, сравнить наши текущие телефоны, да, в которых у нас есть там все, да, то есть и платежные системы, и фонарики, да, там электронная почта, и там, ну, все, да, социальные сети, почта, с первыми компьютерами, которые работали на перфокартах. Я уверен, многие это даже там заставали в свое время. И вот если представить себе, что, представьте, что в те времена, когда существовал компьютер вот этот огромный, который, скорее всего, эту комнату бы, наверное, занял, работал на перфокартах, вот когда-нибудь кто-нибудь в те времена, например, придумал Facebook. Ну, то есть... Нереально. Ну да, и что? То есть, как бы машины не справились бы. Вот с протоколами пока сейчас ситуация примерно следующая. То есть, те задачи, особенно крупного бизнеса, которые сейчас находятся, протоколы не тянут технологически. Да, поэтому сейчас первая битва идет это за вот протоколы нового поколения, да, куда мы как раз как фонд, собственно, больше всего инвестируем, потому что понимаем, что там появится будущий Google, будущий Amazon, который станет отраслевым стандартом. Да, потому что их там вот, их десятки не нужно, получается. Это, собственно, первая задача и ограничение, да, потому что вот эта вот эскалация идет. Второе ограничение – это юридическое, то есть это совершенно четкое понимание, что регуляторы различных стран, конечно, ну, они и работают, получается, да, над тем, чтобы создать четкие правила игры, особенно для игроков крупного или там, хотя бы среднего бизнеса, которые могли бы начинать у себя там применять. Например, мы вот даже общались с, не буду называть бренды различных авиакомпаний, как и российских, так и зарубежных, да, и мы все понимаем, что стандартная вещь, которая у них есть, это мили, да, за перелеты. Программа лояльности и так далее. Почему не сделать для нее вторичный рынок, конвертировать это в некий криптоассет и так далее. А уровень рисков регуляторных для них вот от этого действия против выгоды, он просто несопоставим. Поэтому, соответственно, они делают пилоты, уже все давно у всех работает. И так, ну, вот в такой... Юридической обвязки нет. Да, просто в такой массовый роллаут никто не идет, потому что все ждут вот этой второй части. Поэтому рано или поздно, конечно, и то, и другое решение придет. И вопрос, когда. Понятно. Ну и последний вопрос. Есть ли смысл проводить СТО? Если есть, то почему? Ну, я бы, наверное, здесь тоже старался бы избегать ответов, точнее советов, да. Почему? Потому что, первое, я бы отталкивался все-таки от задачи компании, да, то есть это задача привлечь средства инвесторов, и если альтернативные источники, что как бы дешевле, дороже, выгоднее, невыгоднее, да, и юридические риски против там остальных каких-нибудь выгод. Это первое поле, которое вот лучше пообсуждать, что называется, да, кейс-бай-кейс такой. Вот. Вторая история, то есть для чего это делать, это если есть текущая аудитория, соответственно, с ней им предложить какую-то более выгодную модель внутренних взаимодействий, да, вариантов с, не знаю, с баллами, с программой лояльности и так далее. Это очень часто используется. Вот здесь как раз, наверное, я бы не обязательно уходил именно в формат и называл бы его STO, потому что там есть такая, как всегда бывает, да, небольшая такая тонкая грань, которая там, формально это может назвать STO, но технически это будет просто реализовано немножко через другие инструменты и, соответственно, не так сильно ударять по ликвидности, да, которая все равно нужна как вторичный инструмент. Вот, поэтому абсолютно точно компании будут туда идти все больше и больше с каждым годом. Скорее всего, это будут все-таки гибридные механизмы, а не вот прям такой прямолинейный, да, вариант секьюритизированной какой-то такой истории. И это как раз самое интересное. Создавать что-то вот на стыке, рабочее в рамках регуляторного поля, но при этом получающее, собственно, бонусы с обеих сторон. Ну и для наших слушателей, какие пожелания для начинающих инвесторов, которые входят на крипторынок, ваши пожелания как опытного инвестора в этом направлении? Друзья, да, первое, конечно, правило, я уж не знаю, я, к сожалению, да, наверное, мне нужно больше быть подкованным относительно той информации, которую вы получаете в рамках данной аудитории. Но, конечно же, мне кажется, одно из основных правил – это все-таки осторожность, да, и прежде всего смотреть, каким образом не то чтобы заработать, как не потерять свои средства. Поэтому, конечно, будьте очень осторожны, обращайте внимание на… Ну, то есть сначала надо обрасти определенной информацией, скорее всего даже, да, перепроверить там, своих контрагентов, с которыми вы собираетесь работать. И если даже уже уходить в какие-то рискованные поля, то, конечно же, не делать ставку на все, что называется. Да? То есть играться тем, что готовы будете
ну, там, существенно, да, как-то вот болезненно, не знаю, там, потерять и так далее, но при этом наработать определенный опыт и понимать, что со следующими шагами там что-то получить уже в опытном ключе получается. Поэтому, прежде всего, конечно, осторожность. Спасибо огромное, Олег, за то, что уделил время. Спасибо, да. Спасибо, Андрей.